Мальчик заметил старую немецкую овчарку, над которой прохожие смеялись и отталкивали, как ненужную вещь. Но уже через несколько секунд произошло то, что заставило замолчать даже самых равнодушных. Собака лежала у стены, истощенная, с грязной шерстью и мутным взглядом. Она не лаяла, не просила помощи, лишь тяжело дышала, будто давно перестала надеяться. Люди проходили мимо, делая вид, что ничего не происходит. Кто-то отворачивался, кто-то даже смеялся. Но мальчик остановился. Босой, с потрепанным рюкзаком, он смотрел на пса так, словно понимал его боль. Медленно он подошел ближе, присел и достал из рюкзака старую куртку, аккуратно укрыв ею животное. Собака вздрогнула, но не отстранилась. Впервые за долгое время она закрыла глаза. Кто-то из толпы крикнул, чтобы он отошел, пес мог быть опасен. Но мальчик не слушал. Он просто протянул руку, не касаясь, давая почувствовать тепло. Постепенно люди начали останавливаться. Смех исчез. Наступила тишина. Мальчик достал кусочек хлеба и осторожно положил перед собакой. Та долго смотрела, а затем съела его, не отрывая взгляда от ребенка. В этот момент стало ясно, между ними возникло доверие. Наконец мальчик тихо прошептал: «Я тебя вижу». Он осторожно коснулся шеи пса. Тот сначала напрягся, ожидая боли, но ее не последовало. Вместо этого тепло и забота. Собака прижалась к нему, словно проверяя, не исчезнет ли это чувство. Толпа наблюдала молча. Кто-то не сдерживал слез. Вскоре к ним подошла женщина из приюта и предложила помощь. Мальчик согласился, но с условием, чтобы собака больше не оставалась одна. Его мать, которая только что нашла сына, поддержала решение. Пса отвезли к ветеринару. Осмотр показал, он долгое время жил в тяжелых условиях. Был истощен, ранен, со следами цепи на шее. Но все это можно было вылечить. Мальчик не отходил от него ни на шаг. И в какой-то момент собака положила голову ему на колени, как будто наконец нашла. Они забрали пса к себе. Мальчик назвал его Шрам, в честь пережитого, но не сломившего его прошлого. Постепенно пес начал меняться. Он все еще был осторожен, пугался резких звуков, но рядом с мальчиком чувствовал себя в безопасности. Изменился и сам ребенок. После потери отца он стал замкнутым, почти не говорил. Но теперь снова начал улыбаться, петь, жить. Однажды кто-то прислал им фотографию того момента под дождем. Мальчик, укрывающий собаку курткой. Подпись гласила: «Мы забыли, как чувствовать. Ваш сын напомнил». Со временем Шрам окреп. Он все еще хромал, но больше не прятался от людей. Он стал частью семьи, и однажды, защищая мальчика от обидчика, впервые залаял. Но ребенок лишь обнял его и сказал: «Тебе больше не нужно бояться». Позже мальчик признался, когда он увидел пса под дождем, понял, тот тоже когда-то просто перестал говорить о своей боли, и, возможно, именно поэтому они нашли друг друга. Теперь каждый день мальчик отмечал в календаре как победу. Еще один день, когда Шрам дома. Иногда люди спрашивали, что случилось с этой собакой. Мальчик отвечал просто: «Он был нужен до меня», а потом добавлял: «И теперь он больше не один». Эта история изменила не только одну жизнь. Она напомнила всем вокруг простую вещь. Иногда достаточно одного маленького сердца, чтобы вернуть кому-то надежду.